Миллионы поклонников, сцены, кричащие стадионы. Они символ поколения. Каждый их шаг под прицелом камер. Но есть то, что они скрывают глубоко внутри. То, что не видно в интервью, на фотосессиях и в клипах. И сегодня вы будете удивлены, узнав, во что верят участники группы BTS. Ким Намджун родился 12 сентября 1994 года в городе Ильсан, Южная Корея. С самого детства он тянулся к знаниям, увлекался поэзией, литературой и философией. Он всегда стремился понимать глубже, чувствовать точнее, размышлять шире. Несмотря на уважение к культурным традициям своей страны, Ким Намджун не исповедует никакую религию. Он прямо говорил, что не верит в Бога, не относится ни к буддистам, ни к христианам. Он верит в человечество, в доброту и в силу внутренней честности. В одном из своих размышлений он признался: «Мне не нужна вера в божество, чтобы делать добро. Я верю в людей». Намджун ищет ответы не в молитвах, а в книгах и в тишине. Он вдохновляется идеями великих мыслителей и старается быть человеком, который несет свет не через веру, а через понимание. Ким Намджун – это философ. Он не верит в Бога. Но он верит в смысл. И именно в этом, возможно, его собственная форма духовности. Ким Сак-джин родился 4 декабря 1992 года в городе Квачхон в провинции Кёнгида. Он вырос в обеспеченной семье, где ценились традиции, уважение к старшим и семейные обряды. Отец бизнесмен, а сам Джин с юности учился дисциплине и ответственности. Что касается религии, здесь начинается тишина. Ким Сак-джин никогда не говорил открыто, во что он верит. Но поклонники и наблюдатели считают, что его семья придерживается буддийских традиций, как и многие корейцы. В Корее буддизм часто не выражается громко, это часть культуры, часть воспитания. Поэтому Джин мог расти с уважением к буддийским ритуалам, не считая себя глубоко религиозным. Он всегда проявляет вежливость, скромность и спокойствие. Но не носит религиозных символов и не обсуждает вопросы веры публично. Можно сказать, что Ким Сак-джин человек нейтральный. Он не афиширует религиозность, не отрицает веру, но и не говорит о ней. Его жизнь – это баланс. Без громких слов, без споров. Он просто идет своим путем с добром в сердце. А верит он, возможно, только в то, что нужно быть хорошим человеком независимо от религии. Мин Юнги, более известный как Шуга, родился 9 марта 1993 года в городе Тэгу. Он вырос в простой семье, где жизнь была не всегда легкой. С раннего возраста он сталкивался с трудностями, мечтая стать музыкантом, несмотря на скепсис окружающих. Он не из тех, кто прячется за красивыми словами. Он прямой, откровенный, иногда даже жестокий в своей искренности. И именно поэтому, когда речь зашла о религии, он не стал юлить. Мин Юнги открыто признал, что он не верит. Он не исповедует ни буддизм, ни христианство, ни любую другую веру. Он атеист, и об этом говорил спокойно, без колебаний. Для него важны не обряды, а внутренняя честность. Он верит в силу разума, в силу выбора. Он часто говорил о депрессии, о боли, о борьбе с собой. Но никогда не искал помощи в молитве, он искал ее внутри себя. Шуга – человек, который не верит в небо над головой, но верит в правду, в силу искусства и в свою музыку как лекарство от боли. И пусть он далек от религии, он по-своему духовен, потому что остается верен себе даже в самых темных моментах жизни. Чон Ха-сок, известный всем как J-Hope, родился 18 февраля 1994 года в городе Кванджу. С раннего детства он был энергичным, веселым и светлым ребенком, и эти качества он пронес через всю свою жизнь. Что касается религии, он никогда прямо не говорил, во что верит.
Однако в Корее его семья считается традиционной, и некоторые источники указывают, что они могут быть буддистами. При этом сам Джей Хоуп не демонстрирует религиозную принадлежность, не носит символов, не упоминает веру в своих интервью. Он уважает культуру, следует традициям, с почтением относится к старшим. Но его жизненная философия – это позитив, доброта и энергия, а не религиозные принципы. Он словно несет свет не через молитву, а через танец, музыку и теплое отношение к людям. Можно сказать, что Чон Хасок религиозно нейтрален. Но он уважает все веры, никогда не говорит ничего плохого о религиозных темах и остается человеком, который верит в силу добра. Пак Чимин родился 13 октября 1995 года в городе Пусан. Он с детства был чувствительным, вежливым и невероятно трудолюбивым. Своей добротой и теплотой он завоевал сердце миллионов людей по всему миру. Но за этой нежной внешностью скрывается глубокий внутренний мир. И в этом мире есть место вере в Бога. В одном из интервью Чимин сказал, что верит в Бога и иногда молится про себя. Он не уточнил, к какой конфессии относится, но поклонники неоднократно замечали тонкий серебряный крест на его шее, особенно в ранние годы. Иногда он говорил о том, что благодарит Всевышнего за любовь, за здоровье близких и за поддержку фанатов. При этом он никогда не навязывает свою веру. Он говорит скромно, с уважением ко всем и верующим, и неверующим. Чимин – один из немногих участников, кто искренне проявлял свою духовность. Не громко, не показно, а по-настоящему. Через поступки, через доброту, через желание поддерживать других. Можно с уверенностью сказать, что Пак Чимин – человек, у которого есть вера. И эта вера делает его сильнее, светлее и чище. Ким Тэ-хён, известный миллионам как Ви, родился 30 декабря 1995 года в городе Тэгу, а вырос в районе Коды. Он всегда был не таким, как все, необычный взгляд, необычные мысли, будто он живет в своем мире. Мир Тэ-хёна – это мир искусства, образов, тишины и чувств. Что касается религии, тут полная загадка. Он никогда не говорил прямо, во что верит. Фанаты предполагают, что его семья может быть буддистской, как и у многих корейцев, но сам он не подтверждал этого. Ви часто размышляет о душе, о природе, о тишине. Он любит одиночество, ищет гармонию. Говорит о глубинных чувствах, которые сложно объяснить словами. Он использует религиозную символику, в моде на его одежде нередко появлялись кресты, изображения ангелов, но сам он подчеркивал: «Я просто люблю, когда вещь несет в себе смысл. Это не всегда связано с верой». Тэ-хён не отрицает религию, но и не следует ей явно. Он будто идет по своему пути в поиске внутренней истины, не опираясь на обряды или догмы. Можно сказать, что Ким Тэ-хён нейтрален в вопросах веры, но невероятно глубок как личность. Он будто живет по законам сердца. И если в его жизни есть религия, то, возможно, это любовь, музыка и искусство. Чон Джангук родился 1 сентября 1997 года в городе Пусан. Он самый младший в группе, но с самого начала поражал зрелостью, самоотдачей и внутренней силой. Золотой Макне, как его называют поклонники, с годами стал не просто айдолом, а настоящим символом поколения. Но когда дело доходит до веры, он, как и Тэ-хён, сохраняет полное молчание. Чингук никогда прямо не говорил, во что он верит. Он не упоминал религию в интервью, не носит явно выраженных символов вероисповедания. Однако есть детали, которые заставляют задуматься. На его теле татуировки изображения ангелов, крестов, крылья, молитвенные позы. На руке написана фраза «Резе бэдэ дзэн кул», что в переводе означает «лучше быть мертвым, чем притворно крутым». Эти слова отражают его подход к жизни. Быть настоящим, даже если это больно. Не играть роль. Не лгать себе.
Он также говорил, что верит в труд, в силу упорства и в честность перед собой. Он делает ставку не на удачу или судьбу, а на волю, силу характера и ежедневную работу. Фанаты предполагают, что он может быть близок к христианству. Но сам он никогда не подтверждал и не опровергал этого. Можно сказать, что Чон Джангук – человек внутренней веры. Он не делит людей по религиям. Он просто делает все, чтобы быть лучшей версией себя. А если его жизни и есть Бог, то он, скорее всего, в его сердце, а не в словах.